Всем привет! Продолжим про развитие. Так, у меня сейчас замок здесь на 12 уровень поднимается. Пускай поднимается или что? 25. Так, 2 часа и час останется с копейками. Ладно, давайте. Его на 12 поднимем. Так уж и быть. Взнос в альянс. Взнос в альянс. Так. Отлично, замок 12 уровня мы сделали, получили ускоритель. Так, на 12 уровень нам, получается, нужна каменоломня и таверна. Ну, я это видео запускаю сейчас не для этого. Так, дом 27 тысяч. Так, дом на 12. 27 тысяч населения. Получается, нам сейчас нужно поднимать дома. Так. В общем, о чем я хотел рассказать. Есть такое задание, оно открывается после того, как вы подняли 7 уровень замка. Оно длится 24 дня. Или 23, 24. Называется зачистка провинции. Вот что нужно получить за очки. Для того, чтобы их получить, нужно убивать, получается, монстров каждого уровня по одному разу. То есть это железный мечник, бандит, повстанец, змея, разбойник, железный меч. Получается, за 4 уровня 1 очко. Вот. Наша задача сейчас убить всех до 8 уровня, чтобы получить вот этих вот 3 героев. Раз, два, три. Для того, чтобы рассчитывать свои силы, убивать определенных мобов. Так, у нас получается лагерь разбойник 4 уровня. Сейчас найдем. 13 тысяч. Так. Ну, в принципе, должно хватить этих войск. Так, поставим этих 3 уровня. Так, а слабенький легион мы отправим на добычу. Ну, пускай железо добывает. Так. Получается, мы сейчас 4 уровня лагерь убиваем. Да? Получаем 1 очко. Дальше у нас получится 1, 2, 3. Нужно убить бандита, этого. По наградам. Вот у нас сейчас есть 10 очков. Нам нужно 15. Получается, нам еще 1, раз, 2. 3 надо убить, чтобы получить хотя бы 1 героя. Что дают вот эти 3 героя? Не на развитие. То есть они садятся в ратушу. Она
Всадница, она для всадников. Военное дело. Первый навык, его можно не прокачивать. То, что он за тренировку войск за каждую минуту получает по опыту. Прокачается довольно-таки быстро. Нам тем более надо, чтобы он был 20 уровня. Первый навык, поэтому можно вообще не качать. Второй навык. Требует 20 медалей. 6 уровень. Скорость обучения максимально можно увеличить на 15%. То есть на 10 уровень этот навык прокачиваем и получаем на 15% ускорения. Третий навык увеличивает количество тренирующихся. Помимо того, что мы походными палатками увеличиваем количество тренируемых, плюс мы увеличиваем количество, поднимая ипподром, там стрельбище, казармы. Нас интересует вот этот 4-й навык у него. На первом уровне вы получать можете раз в сутки, раз в 22 часа, там колдаун идет, 50 всадников на первом уровне, на максимальном, на 10-м 500. Вот. То есть 500 халявных всадников высшего уровня, то есть, к примеру, вы прокачали уже ипподром там на 13 уровень, вы можете создавать войска Т5, то получается раз в сутки вы получать будете 500 единиц Т5, не тратя при этом никаких ресурсов. Сержант, это у нас идет на лучников, и мастер Шифу идет на пехоту. Ученик часто бывает выпадает со свитков, поэтому смысла его брать здесь нету. У него навык. При прокачке на 10 уровень он дает плюс 50% опыта при убийстве монстров. Он эффективен, если у вас 3 героя в этом. Мы очко уже получили. Если у вас 3 героя, то есть 2 героев вам, к примеру, каких-то нужно прокачать, третьим садите его с этим прокачанным навыком и идете бить монстров. К примеру, если вы там идете 15 уровня, моб дает там, грубо говоря, 40 тысяч опыта, то с учеником вы будете получать уже 50 тысяч опыта. Каждый решает сам, брать, не брать, но я обычно его беру и прокачиваю. Не особо бесполезен, особенно когда героев мало. В принципе, лучше я выкачу его, чем какого-нибудь фиолетового. Дальше по наградам. То есть я беру обычно вот этих троих. Затем я коплю 100 баллов на свитки. И потом вот на эти еще 25 и 35 баллов. То есть получается 160 баллов надо накопить. Ну и потом уже по остатку медали и далее уже эти. Потому что вот за 10 очков 30 медалей 10 раз можно получить. То есть 300 медалей. 300 медалей это можно, одному герою рыжему навык там поднять на 7 уровень, если мне память не ошибает. Ну, по монстрам вот. Так, 5 уровня мы мечника убивали. Давайте попробуем бандита. Да, бандита еще мы сможем. А вот и повстанца, наверное, сможем 5 уровня с нашим боем. Да, еще. При походе на монстров, чтобы было как можно меньше потерь, вот указано желательный БМ, но вы проиграете, если пойдете войском с 12 тысяч БМ. Эту цифру всегда умножаете на 2 и прибавляете еще 50% того БМ, который у вас получится. То есть, к примеру, здесь
12 тысяч надо. Берем 24 тысячи. Плюс еще, грубо говоря, 6-8 тысяч. То есть, с 32 тысячами, в принципе, БМ уже можно идти. Но, опять же, если у вас будут войска, к примеру, Т2, можете проиграть. Поэтому Т3 от 38 тысяч, в принципе, уже должно хватать для того, чтобы его убить. Сейчас посмотрим отчет. Туда. Союзникам надо помочь. И туда. Нужно письма, зачистка монстров. Вот. То есть получается, вот лагерь 4 уровня. Также получаете медаль за отвагу. Они нужны для прокачки хвалы. Вот. Легкие ранения, тяжелые ранения. То есть у нас вот в больницу попадает 380. Сейчас посмотрим. 380, да, должно больница. Ну, тут у меня уже до этого попадали в больницу, поэтому восстанавливаем всех. Так, войска прибыли в пункт назначения. Вот. Получается, да, мы его убили. Смотрим счет. Ну вот, тяжелое ранение 770, потом у нас попадут в больницу 3000 опыта, 19 тысяч дерева, и мы получили 2 очка. Зачистка, да, уже 13. Ну вот еще одного муба убить, и как раз можно получить этот. Отлично, все сундуки забрали. Ну, вот такое вот видео по заданию, поэтому, то есть, всегда, когда начинаете, без разницы, основа, не основа, ферма, не... всегда вот выполняйте задания хотя бы вот на этих 3 героев. Потому что больше никаким другим способом вы их не получите. Брать, к примеру, инструктора, он тоже на тренировку войск. То есть он увеличивает скорость на 25%. Тут потребление пищи лучников. Количество тренировок здесь уже 2500, там 1000 максимум добавляется. Так, обучение лука потребляет и на 40% снижение этих. Ну, здесь еще на 60% скорость тренировки лука. Но опять же нужно 3 инструктора, нужно 2 инструктора, нужен еще 1 дубль инструктора. Но вот эти 2. Ну, вот этот навык, я не думаю, что он нужен, потому что вы все равно постоянно будете грабить. Пища там, это лучники как бы это. Ну, вот. У них нету этого навыка, что раз в сутки можно призывать этот. Так, далее. Кровожадный повстанец 5 уровня. Вот он уже 12 тысяч. Ну вот, получается, мы не расходили, 1000 Б потеряли. На тех, кто у нас по уровню, как бы, прилично нас. Ну, собственно, по заданию все. Заходим, события, зачистка. Посмотрели, ага, нам надо убить вот змею пустыни 5 уровня. Находим ее через этот 5 уровня. Смотрим количество БМ
16 тысяч. У нас почти 40 тысяч. С большими потерями, в принципе, мы его сможем свалить. Мы получаем опыт и получаем железо. Железо как бы прилично. Поэтому змею пустыни вообще самое выгодное бить. Если даже потом просто так. Это прокачивать героя. Так как с них падает железо. Ну, собственно, все по заданию провинции. Далее, я думаю, наверное, по мощи сделаю.